Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня мы будем с вами смотреть расклад, который выходил на нашем старом канале 2 года назад. Расклад называется «Послание из будущего. Мне от меня». Посмотреть предыдущий расклад вы сможете по ссылке в описании к этому видео и в самом конце этого видео. Ну и можно будет сравнить тот расклад с тем, что у вас есть уже сегодня, а над новым раскладом подумать с тем, что же будет у вас завтра. Я буду использовать колоду Sullivan, которая использовалась и в прошлом видео, и другие колоды, которых в прошлом видео не было, но они будут в этом. У нас будет с вами 3 варианта. Первый, второй, третий. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего, который больше всего привлекает ваше внимание. И будем начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Итак, послание. Вы сами себе из своего будущего отправляете сейчас послание. Что это за послание? Послание под названием «Сила». Будь стойким, будь смелым, будь выносливым, не сдавайся, продолжай делать то, что ты делаешь, познавай себя, подчиняй себе обстоятельства, подчиняй себе свое бессилие, свою беспомощность. Культивируй в себе храбрость, смелость, выносливость и так далее. В общем, вот такое вот интересное, нетривиальное, я бы сказала, послание. Так. Дальше. Что вы должны знать сейчас о том, каким человеком вы станете в своем будущем? Что вы будете за человек? Ну, в общем, я хочу сказать, что вы себе сами говорите из будущего о том, что вы станете человеком, который наконец-таки добился поставленной задачи, поставленной цели. О том, что вы будете чувствовать себя хорошо и комфортно. О том, что если вы женщина, рядом с вами будет находиться какой-то очень хороший мужчина. Может быть, для кого-то это муж. Может быть, для кого-то это вообще просто человек, который будет всячески вас поддерживать и всячески вам помогать. Если вы мужчина, то король Пентаклей для вас говорит, что вы в будущем будете человеком, который умеет контролировать свою жизнь, который четко понимает, чего он хочет, который четко понимает, как ему достигнуть поставленных своих задач и целей. Кроме этого, у многих из вас начнутся какие-то новые совершенно пути и дорожки. Да? То есть в будущем вы будете человеком, который либо работает в какой-то новой компании, занимается какой-то новой деятельностью. Кто-то, может быть, из вас сменит место жительства и переедет. Причем переедет туда, куда хотели. Но когда я говорю о работе, это будет новая работа, но действия в этой работе будут те, которые вы уже умеете делать хорошо. То есть, возможно, это будет какой-то новый работодатель, какая-то новая компания или какой-то новый бизнес, но тем не менее он будет связан с теми вашими знаниями, какими-то навыками, с вашим опытом профессиональным, который вам хорошо знаком, которым вы умеете оперировать, с которым вы умеете справляться. В общем, какая-то такая история. Очевидно, что в будущем вы будете таким человеком, который умеет легко, игриво в каком-то смысле справляться с любыми жизненными задачами, с любыми какими-то жизненными вызовами, потому что 8 жезлов здесь можно считать некой картой вызова, эдакий челлендж. Попробуй, докажи сам себе, что ты можешь, что ты умеешь. Вы будете человеком, который начинает свой путь, какой-то жизненный путь с чистого листа. И, кроме всего прочего, однозначно король Пентаклей говорит о том, что вы в будущем будете человеком, который умеет заботиться о своих близких и, в частности, о детях. И вы будете решать какие-то очень важные вопросы, которые будут привлекать ваших детей к вам. Вот эта позиция очень полезна для тех людей, которые так или иначе связаны с воспитанием подрастающего поколения или занимаются какой-то деятельностью, которая касается жизни, интересов и развития детей. Вот из вас может в будущем получиться такой наставник, который будет привлекать к вам внимание детей. Дети будут вас любить, детям будет с вами интересно, дети будут с вашей помощью учиться чему-то новому, какие-то оттачивать в себе навыки и мастерство. Так, следующий вопрос. Что вам необходимо делать,
чтобы ваша мечта сбылась. Имеется в виду, необходимо делать прямо сейчас. Это вы сами себе говорите из будущего. Как интересно. Ну, во-первых, однозначно вам надо верить в то, что ваше будущее, в том, что ваша мечта действительно может быть реализована. Здесь самое важное не терять веру во что-то светлое. Во-вторых, повремените с какими-то активными действиями. Семерка мечей на входе в эти 4 карты раскрывает нам историю о том, что вы должны пока сохранять, к сожалению, может быть, или к счастью, какой-то хитрый, нестандартный подход к решению задач. Может быть, здесь вы должны откровенно кого-то обманывать или лукавить. Может быть, здесь вы должны как-то внимательно переосмыслить свои прошлые действия, которые вы совершали, или действия, в том числе, которые вы делаете сейчас. И вы должны в настоящий момент времени постараться не делать самостоятельно никаких решений, дождаться, пока ситуация разрешится сама по себе. Здесь очень важно сейчас, с одной стороны, пожертвовать какими-то своими хитрыми, лукавыми такими вот действиями воинственными, да, то есть не вести ни с кем войну из-под тишка, никому не вредить себе. То есть вы должны создать какую-то очень хитрую историю про то, что вы оказались, ну, заложником, может быть, ситуации. То есть не вы виноваты в том, что случилось на самом деле. Виноваты, не знаю, какие-то другие люди, может быть. Может быть, сама обстановка виновата в том, что с вами происходит сейчас. То есть какая-то история, ничего не делать, явных действий никаких не должно быть. Вы должны сохранять совершенную пассивность, вы должны довериться вот этому безвременью, вот этим каким-то задержкам, стагнации. И просто, ну, попытаться найти для себя какую-то пользу вот в этих ограничивающих жизненных условиях. Какая-то здесь очень интересная такая вот странная история. Давайте узнаем, почему вам нужно вести себя сейчас именно так, для того, чтобы ваше желание исполнилось. Ага. Потому что справедливость говорит вам о том, прежде всего справедливость, говорит о том, что такое поведение необходимо для полноценного какого-то рассмотрения, для полноценного вынесения какого-то решения. Эта ситуация, вот ваше поведение, которое я описывала, необходимо для того, чтобы внешние события обострились, чтобы у вас действительно был какой-то, ну, может быть, легальный повод показать свою беспомощность, да? Показать ощущение, что вы не в состоянии преодолеть какие-то запреты внешней среды, какие-то решения, может быть, чьи-то документальные, что-то еще. Здесь, если вдруг у кого-то из вас в первом варианте стоит вопрос, касающийся, не знаю, увольнений с работы, каких-то бракоразводных процессов и так далее, эти карты говорят о том, что вам надо позволить случиться этой ситуации. Пусть произойдет это увольнение или пусть произойдет этот бракоразводный процесс, потому что в конечном итоге вы все равно получите для себя реализацию каких-то вот желаний, вы успокоитесь, все в вашей жизни наконец-таки будет хорошо, вы будете чувствовать, что вы молодец, вы будете, вспоминая свой путь, будете понимать, что вы все сделали правильно, что вы не могли никак иначе поступить, потому что это единственный, к сожалению, был такой очень непростой, наверное, способ для достижения своей цели. И единственные какие-то вот действия, которые были возможны в вашем случае, это, может быть, откровенный обман, повторюсь, опять же, или какое-то лукавство. То есть вот какая-то здесь такая история. Такое поведение необходимо для того, чтобы вы получили какое-то решение для себя, которое даст вам возможность успокоиться, перестать быть человеком, который, ну, зависит от обстоятельств, перестать быть человеком, который не знает, что ему делать дальше, вообще находится в какой-то неправильной для себя ситуации дальнейшей. Вот. Да что ж такое? Что у вас сейчас уже есть такого, о чем вы мечтали когда-то? Что уже такого у вас есть, о чем вы когда-то мечтали? Ну, во-первых, многие из вас действительно изменили свою жизнь, познали для себя какие-то новые истории. Во-вторых, здесь для женщин вообще такая интересная ситуация. То есть сейчас для многих женщин в первом варианте либо уже есть брак, о котором вы когда-то мечтали, причем очень хороший брак. Да? Я не могу сказать, что вы здесь были недовольны своей жизнью, когда у вас не было мужчины, однозначно были довольны.
При этом, я бы сказала, вы искали какие-то для себя возможности новые. Вы не были заинтересованы особенно в отношениях, а так сложились обстоятельства, что вы вышли замуж, и теперь вы счастливы. Если вы мужчина, то здесь история такая, что сейчас в вашей жизни есть женщина. Это может быть женщина-жена прям конкретно, может быть какая-то вообще просто женщина, которая в свою очередь дала вам и любовь, и заботу, и внимание, и которая вашу жизнь как-то раскрасила, сделала ее очень яркой, очень красивой. И что характерно здесь для мужчин, вы перестали, вы больше не встречаетесь с такими женщинами, которые не подходят вам, которые хотели от вас чего-то, да, которые от вас много требовали, ничего вам не давали взамен. Если этого еще ничего не случилось, то это события совершенно вот какого-то ближайшего будущего в вашей жизни, они наступят уже совсем скоро. Вот. Дальше. На какого человека вам следует обратить внимание, потому что он для вас важен в будущем? Возьмем метапослание и посмотрим с помощью метапослания, на какого человека вам следует обратить внимание в своем будущем. Что это вообще будет за человек? На какого человека? Так, на человека, который либо поможет вам увидеть что-то новое, либо который поможет вам что-то новое в своей жизни создать. Это какой-то человек, который откроет перед вами некие новые возможности. Да? Возможно, это совершенно новый знакомый какой-то или новая знакомая. Это человек, с которым вы не были раньше в контакте, судя по всему. Как этого человека можно идентифицировать для вас? Так, этого человека, смотрите, какая интересная история. Что же это значит? Что же это значит? Наверное, этот человек какой-то, я не знаю, советник, консультант, адвокат, какой-нибудь коуч, кто-то, в общем, кто знает, каким образом обойти какие-то препятствия и сложные жизненные ситуации. Видимо, слушайте, это действительно какое-то должностное, может быть, лицо или какой-то человек, который помогает другим людям в сложных жизненных условиях решать свои проблемы и задачи. Это человек, который сможет справиться с вашими переживаниями. Это человек, который поможет вам решить какие-то жизненно важные задачи по соблюдению ваших прав. Это человек, который откроет в том числе перед вами какие-то новые дороги. Вот какая-то такая история. Как этот человек появится в вашей жизни, то есть какие будут обстоятельства, как появится. Этого человека вы найдете сами, самостоятельно. Не то, чтобы он пришел к вам или она пришла к вам. Нет, это будут конкретные ваши усилия, ваши конкретные действия по поиску новых возможностей. Вы будете искать человека, который поможет вам найти некие дополнительные ресурсы для решения вашей текущей задачи. Вот такого человека, судя по всему, вы найдете сами, причем целенаправленно. Может быть, перед этим будете выбирать какого-то одного человека или одну компанию из нескольких. У вас будут определенные какие-то критерии оценки этого персонажа. И вы выберете именно того, у кого действительно больше полномочий, больше знаний, больше навыков, того, кто сможет действительно очень быстро вашу задачу реализовать. Так, дальше. Что еще нужно знать о вашем взаимодействии с этим персонажем? Ваше взаимодействие с этим человеком будет коротким. Вы не будете долго контактировать. Вот вы найдете этого человека, когда буквально будут хвосты какие-то гореть уже. То есть мало совсем будет оставаться времени для чего-то. И этот человек, возможно, станет для вас неким персонажем, кто позволит, с одной стороны, может быть, немножко поменять внутреннее направление, какую-то внутреннюю ориентацию, но мне хочется здесь почему-то сказать, что это тот, кто вас исцелит. И это что-то исцеляющее. Это что-то такое, что даст вам возможность наконец-таки обрести какую-то вот теплую, уютную гавань, безопасную. Видите, здесь... Ну, символически в девятке пентаклей есть границы, вы как в безопасном островке будете находиться. Жизнь ваша будет двигаться именно так, как вот вы хотели когда-то, как вы планировали. Очень так комфортно для вас. Ничто не будет вас отвлекать, ничто не будет вас беспокоить. Вот какая-то здесь такая история. В общем, какое-то знакомство такое скоротечное. Да? Здесь у нас время без 10-12 на часах. Может быть, это какая-то история между 10 и 12. 10 и 12, 10, не знаю, может, реально у кого-то будет время без 10 и 12, когда вы познакомитесь. Но это какой-то вот конец
какой-то стык. Это может быть конец года, это может быть конец месяца, это может быть конец недели. Вот какие-то как новости масштабные, что-то будет происходить такого, связанного, может быть, действительно с угрожающими для жизни ситуациями, когда некогда больше ждать и некогда терпеть. Вот не знаю, что сказать. Ну и на дне колоды у меня тоже здесь 9 кубков, которая говорит о том, что в принципе этот человек поможет вам что-то новое для себя открыть. Так, дальше. Какие новые люди придут в вашу жизнь, сыграют в ней важную роль в будущем? Какие новые люди придут в вашу жизнь и сыграют в ней новую роль? А люди ли это вообще, хочется спросить по звезде? Может быть, это вообще в принципе сама новая жизнь, что-то божественное, что-то приятное придет в вашу жизнь. Может быть, у кого-то в жизнь придет женщина. А может быть, это вы, женщина, станете. Сейчас будем смотреть. Ну, в общем, что-то интересное сюда, такое вот сверхъестественное придет. Здесь для мужчин однозначно, смотрите, и для женщин, и для мужчин очень хороший расклад. Во-первых, в вашу жизнь действительно придет какая-то мечта. Такая вот мечта неземная. Мечта о хорошей работе, мечта о хорошей спокойной семейной жизни, мечта о деньгах, мечта о женщине, которая будет рядом с вами, которая будет помогать, поддерживать вас, любить вас. В том числе, однозначно для женщин, конечно же, здесь придет мужчина, который будет помогать что-то делать, который будет давать вам ощущение вот этого спокойного семейного уюта, который будет заинтересован только в вас и заинтересован в хороших семейных отношениях. Вот. Что еще самого важного будет здесь происходить в этих картах? Это, безусловно, тема о какой-то хорошей работе. Какой-то хорошей работе, какой-то творческой, может быть, деятельности. Может быть, для кого-то здесь в будущем придет слава. Какой-то человек, который поможет стать вам значимым, великим, не знаю, добиться каких-то результатов. Вот здесь тоже вероятен такой момент. Может быть, кто-то из вас занимается действительно творчеством и найдет для себя хорошего агента, который поможет вам заняться делом, которое вы умеете делать лучше всего, так как у меня среди клиентов очень много людей искусства именно, живописи, музыки и так далее, то здесь, может быть, как раз тоже для многих людей, кто смотрит это видео, будет играть этот расклад. Но в любом случае новые люди здесь, это люди, которые станут, ну, как-то вот вашими проводниками, может быть, вашими помощниками в новую жизнь. Я здесь вижу именно вот какие-то такие только вещи. Потому что очень долгое время вы будете находиться в состоянии, видите, отчаяния, какой-то безысходности, не будете понимать, что вам делать. Но вот придет мужчина, здесь хочется сказать, и все спасет, и поставит своими действиями какими-то, отстоит ваши права, поставит какую-то точку. Безусловно, здесь для многих людей воссоединение какое-то семейное, да, вообще в прямом смысле воссоединение. Может быть, для кого-то это не воссоединение, а просто встреча мужа или встреча своей жены, окончание всех злоключений каких-то, всех каких-то ситуаций, когда женщина находилась в очень ограничивающих условиях, или мужчина в том числе находился в очень ограничивающих условиях, какие-то переживания здесь были. В общем, вся история завершится. Я не знаю почему, но вот опять на дне колоды у меня лежит король мечей. То есть это однозначно какие-то люди, имеющие положение, решать что-то, принимать какие-то решения, какие-то давать указания, направления. То есть здесь может быть история как раз о том, что в вашу жизнь придет новый человек, который даст вам указания, что делать дальше. То есть пока еще непонятно, как именно вы получите, скажем так, разрешение относительно своего прошения куда-то. Но вот здесь может быть получение нового статуса у кого-то, да, новые документы, новая работа и так далее. Вот. Поэтому сейчас вы находитесь на очень интересном отрезке своего жизненного пути. Здесь однозначно присутствует история о том, что вы уже точно понимаете, от чего вы отказываетесь и что вы будете делать дальше. И вы ждете в буквальном смысле только какого-то последнего этапа, который поможет вам обрести вот это вот нормальное, хорошее течение дел и событий. Вот такая история, ребята. Обязательно посмотрите прошлое видео, которое вышло 2 года назад. Ссылка будет в описании. Сравните, что у вас есть сейчас. А я вам всем желаю удачи, хорошего настроения. Берегите себя. До новых встреч и пока-пока. Все, кто выбрал вариант номер 2, всем привет. Давайте смотреть, какое вам послание вы сами себе из будущего отправляете. Королева мечей. Ух ты, какая красивая, мощная, однозначно женщина. И вы отправляете себе послание о том, что ты
ты стал или стала человеком, который очень четко понимает, что происходит в жизни, чего ты хочешь. Ты стал или стала человеком, который умеет доносить людям свои мысли, который умеет отстаивать свои права. Человеком, который очень рьяно обычно берется за решение любых задач. Ты стал человеком, который может принуждать людей к тому, чтобы они делали так, как ты хочешь, так, как тебе необходимо. Ты ничего не боишься. Ты стал совершенно бесстрашным человеком. Ты смотришь вперед. Смотрите, выпали из колоды карты шестерка кубков и башня. То есть здесь какой-то, видимо, акцент в будущем о том, что неожиданно совершенно в вашу жизнь как-то вот придет очень хорошее прошлое, какая-то очень хорошая встреча, все она всколыхнет. Здесь очень кардинальный какой-то рост, прежде всего личные перемены от какой-то детской наивности действительно к воинственности, к каким-то очень резким действиям, к хладнокровию, к такой вот целеустремленности, какие-то прям яростные такие здесь будут происходить в вашем будущем истории. То есть, короче, станете правдорубом, судя по всему, и станете человеком, который ничего не боится, потому что бояться уже нечего. Вот. Итак, что вы должны знать о том, каким именно человеком вы станете? Восьмерка мечей. Так, ну вот если раньше вы очень много боялись, да, если сейчас, может быть, много боитесь, если вы не видели для себя никакой возможности действительно на улучшение своей жизни, то здесь, очевидно, в будущем вы сами себе говорите о том, что ты станешь человеком очень свободным, раскованным. Ты будешь человеком, который познал что-то новое, ты будешь человеком, который очень четко понимает, какие возможности впереди, что есть впереди, как это увидеть, как это обозревать, что с этим делать. Вы будете четко понимать, с чем вам придется столкнуться. Как будто реально у многих людей во втором варианте наступит такой элемент прозрения. Здесь еще сразу сделаю такую ссылку, что если вдруг сейчас вы во втором варианте смотрите этот расклад и находитесь в непонятной жизненной ситуации, может быть, в ситуации непонятной, связанной с отношениями или с работой, то все это в будущем разрешится. Здесь у многих людей действительно появится отличная возможность, и даже не одна, справиться с этими проблемными вопросами, найти для себя какую-то новую работу, встретить какого-то нового человека, потому что здесь судьба в будущем говорит вам о том, что я тебе пошлю какого-то персонажа, с которым ты сможешь объединить усилия и чего-то добиться. То есть вы будете вместе идти либо по жизни бок о бок, либо работать над каким-то конкретным вопросом и что-то там делать. Вот, однозначно вы приобретете и азарт, и удовольствие, как будто даже многие из вас помолодеют, будут чувствовать себя очень молодо, очень как-то вот задорно, что буквально вот все возможности перед вами открыты. Что вам необходимо делать сейчас, чтобы ваша мечта сбылась? Неважно, какая мечта, неважно, чего вы хотите. Следовать своим каким-то собственным правилам, соблюдать границы, общаться с другими людьми без давления, убеждать людей в чем-то, что вы считаете важным. Здесь вообще главная самая история, наверное, как мне кажется, для многих людей, это семья, это деньги, это жизнь вообще. Здесь для того, чтобы вы исполнили свою мечту, вам нужно, может быть, реально создать семью, с кем-то встретиться, наконец-таки, да, может быть, получить какие-то документы о том, чтобы вот ваш опыт, прошлый опыт, может быть, ваши какие-то знания, что-то еще были учтены. Здесь для многих людей сейчас необходимо решать финансовые вопросы какие-то, может быть, непосредственно со своим руководителем, договариваться о том, чтобы вам подняли зарплату, может быть, договариваться непосредственно со своим руководителем или искать возможности, опять же, занять какое-то более высокое положение, как будто работать над своей профессиональной такой деятельностью в контексте карьеры, то есть искать каких-то знакомых прошлых, может быть, опираться на людей, которые к вам хорошо относятся, для того, чтобы вы могли заручиться их поддержкой и добиться каких-то больших результатов. Но непосредственно сейчас так или иначе нужно сконцентрировать время на семье. Да? То есть если у вас семьи нет, значит, вы должны четко понять, какую семью вы хотите иметь. То есть какого мужчину или какую женщину, какой вам нужен вообще человек. Но десятка пентаклей – это все-таки у нас еще и преемственность поколений. Да? Это не просто семья ваша вот конкретно может быть, это семья вообще как род, как родовая какая-то ветка. Здесь история про объединение, здесь история про то, что нужно жить всем вместе.
рядом, что нужно как-то вот оценить, опять же, опыт. Видите, в чем здесь парадокс? Человек на десятке пентаклей вспоминает свой путь. Это человек, который дожил уже до преклонных лет, и он вспоминает свой путь становления, как все было, как все начиналось. Может быть, для вас это действительно очень актуальный сейчас вопрос, когда вы должны, может быть, окунуться в свое прошлое, прошлую жизнь, и вспомнить, как вы достигли того, что у вас уже есть сейчас. И теми привычными для вас понятными, ясными какими-то действиями и идти шаг за шагом к своей новой мечте. Потому что здесь история, опять же, какого-то взросления, психологической зрелости, каких-то таких вот очень ярко развитых людей внутренне, открытых, широких. Да, для кого-то вы можете казаться очень идиозным, очень жестким, очень таким, знаете, эгоцентричным человеком. Но на самом деле вы не такой. Вы человек, который очень справедливо относится к людям и очень справедливо относится сам к себе. То есть вы не принижаете, условно, вклад других людей в вашу собственную жизнь, но очень четко оцениваете, что именно вы сами сделали и для себя, и для других людей. Это очень хорошая, взвешенная такая позиция. Вот такой позиции нужно придерживаться в вашем будущем. Что у вас уже сейчас, Господи, есть такого, что у вас уже сейчас есть такого, о чем вы когда-то раньше мечтали? Вот что это такое, что у вас уже имеется? Так, как интересно. Ну вот кто мечтал здесь о переменах в своей жизни, об окончании каких-то очень сложных жизненных условий, когда не было денег, когда не на кого было рассчитывать, когда вы были сами по себе, когда все казалось очень таким проблемным, когда вот какие-то массовые кризисы у вас были, все это реализовалось. То есть сейчас вы являетесь человеком, который, в принципе, не один. Есть рядом с вами люди, которые могут вам помочь, если вы будете обращаться. Вы сами стали человеком, который может теперь помогать другим людям, который может как-то их поддерживать, который может взвешенно как-то подходить к принятию решений в своей жизни. У многих людей сейчас действительно в жизни появилась как очень хорошая, приятная женщина. Это может быть подруга, это может быть мама, какая-то женщина взрослая, такая опытная. И однозначно здесь появился какой-то мужчина, ну, в некоторых случаях в шестерке пентаклей, я вам так скажу, играет еще и сам Бог, да, то есть это такая карта, которая рассказывает о том, что нечто божественное спускается в вашу жизнь и помогает вам какими-то определенными событиями, ситуациями, действиями, в которых вы действительно нуждаетесь. Вот здесь какая-то есть такая помощь, какая-то рука Бога, может быть, рука Бога в виде какого-то человека. То есть сейчас вы, в принципе, чувствуете себя стабильно. Ну, плюс-минус, да. Понятное дело, что все равно у нас здесь есть смерть. Это такая карта достаточно сложная, которая рассказывает все равно о каких-то кризисных моментах. У многих людей здесь вся жизнь как-то вот сломалась, развалилась. Даже вот та сложная жизнь, которой вы жили, как-то она вот закончилась. У многих людей изменились предпочтения. Кто-то стал вести более оседлый образ жизни, избавился от каких-то, знаете, таких вот, может быть, поверхностных желаний. Какой-то такой контекст. Изменились прежде всего еще и возможности. И вот как будто сейчас у вас главная история – это отдых. Да? То есть сейчас в твоей жизни исполнилась мечта о том, чтобы ты отдыхал, жил спокойно, наслаждался тем, что есть вокруг тебя, и по мере возможности, может быть, помогал другим людям или, если необходимо, просил о помощи в том числе. В общем, финансовая ситуация у многих людей здесь действительно плюс-минус как-то вот устаканилась. Не могу сказать, что совсем прям устаканилась, но относительно. На какого человека вам следует обратить внимание в вашем будущем, да, потому что он будет для вас важен. Давайте посмотрим, на какого человека. Так, у нас здесь маг. Я не уверена, что это какой-то человек внешний. Маг – это, возможно, вы сами.
Причем здесь маг как сверхсознание. Это сверхсознание, может быть, обратить внимание нужно именно прежде всего на себя. Не на какого-то другого лица, именно прежде всего на себя. Обратите внимание на свои идеи, вот что здесь важно. Обратите внимание на то, что сейчас, может быть, уже где-то созревает в вашей голове, или те идеи, о которых вы будете думать в прошлом, вы их будете реализовывать с помощью, может быть, каких-то других лиц. Здесь имеет смысл обратить внимание на такого человека, который будет вам предлагать некое решение, некий проект, какую-то, может быть, работу, что-то еще, связанную непосредственно с отъездом, с переездом, с какой-то новой вообще жизнью, где вы будете что-то новое для себя узнавать, как осваивать новые какие-то области, да, проходить какой-то определенный новый путь, как будете, я не знаю, будете инноватором или будете первым человеком, который что-то делает вот в своей работе или в своей области. Здесь какая-то такая история. Нужно обратить внимание вообще в принципе на работу. Что для вас это значит? Давайте детализируем или уточним. Что для вас это значит? Это значит, что сейчас те люди, которые работают как-то вот сами, да, сами по себе, может быть, или может быть сами как вот какой-то, не знаю, форма социального какого-то договора, какие-то непонятные там такие вот проекты, непонятная вообще ситуация с работой, ожидание каких-то вот перспектив. Здесь впоследствии, после вот этих непонятных ситуаций, вы будете заключать какое-то соглашение с человеком, который, видимо, что-то вам предложит, будете вступать в какое-то партнерство, и, не знаю, подписывать договор аренды, может быть, кто-то будет здесь. И будете развивать там какое-то свое дело, вот, в котором очень много будет вашей души, и в котором будет очень много приятного для других людей, как будто, не знаю, вот все самое хорошее, что только может быть, оно будет изливаться во внешний мир от вас. Здесь однозначно для многих людей какая-то история, которая связана с семьей, с браком, с партнерством с каким-то. Может быть, для многих людей здесь сейчас пока непонятна какая-то ситуация или будет она непонятна в будущем. Ситуация, где вы будете, может быть, зависеть от внешней среды, от обстановки. Надо будет действовать очень аккуратно, осторожно, непонятно, как вот начать, что сделать, да, какой-то человек будет вам что-то здесь советовать, как-то вот рекомендовать, как свою деятельность отстроить. Какие-то рабочие такие проектные вещи, которые дадут вам возможность получить в свое распоряжение такую должность или такую работу или такое дело, которое будет гарантировать вам и доход постоянный, абсолютно постоянный, неизменный, и будет гарантировать вам некое удовольствие. Но здесь, безусловно, для многих людей это тема семьи. Даже если для вас сейчас кажется абсурдным вообще, что у вас может быть хороший партнер, что у вас может быть хорошая семья, эти 4 карты однозначно свидетельствуют о том, что такой человек у вас будет. И какие-то, может быть, если у кого-то кризисы есть сейчас семейные, да, или кризисы в отношениях, когда вы не понимаете вообще до конца, что хочет ваш партнер или ваша партнерша, здесь все нормализуется, здесь все придет в норму, здесь очень счастливый брак и вообще очень хорошая счастливая жизнь какая-то. Вот какой-то такой контекст здесь будет присутствовать. Так, хорошо. Давайте дальше посмотрим, какие новые люди придут в вашу жизнь и сыграют в ней важную роль еще в будущем. Что это будут за новые люди? Что там будет интересного? Какие это будут новые люди? И опять у нас практически идентичная карта, смотрите. Ну, не идентичная, вообще другая совершенно, но схожие визуально образы. Здесь у нас сверхсознание, это ваш дух. А здесь у нас завершение, какой-то вот конец, да. Какая-то женщина для многих людей в будущем придет, может быть, какая-то женщина, которая находится далеко на расстоянии от вас. И женщина, которая поможет вам переосмыслить в буквальном смысле свое незавидное, можно сказать, положение, которое даст вам возможность ощутить какой-то внутренний прилив сил, как-то все, наверное, понять, как оно есть, да, увидеть все с другой стороны, с другой точки зрения, переосмыслить какой-то свой кризис, может быть, понять, почему вы так долго проживали вообще кризис, почему вы отказывались от каких-то других возможностей, которые у вас были. Здесь во втором варианте, может быть, у некоторых людей, а может быть, у очень многих, прямо сейчас в жизни есть возможность, как-то успокоиться, устаканить все. Вот жить как все, мне хочется сказать в 5 пентаклей, жить как все.
Но вы не можете, как все. Вы хотите жить так, как хотите вы. Там, как живут все вот здесь, в этих пентаклях, вам это не интересно. Вам нужно что-то более глобальное, что-то более какое-то вот под вас, про вас. И вы готовы терпеть вот эти сложные сейчас условия, вы готовы терпеть какие-то кризисы, может быть, терпеть одиночество свое, что-то еще, но все равно идете к своей цели, потому что чувствуете, что впереди вас однозначно ждет какой-то новый результат. Да? Вот новый результат у нас тут король мечей и рыцарь кубков. То есть в буквальном смысле какой-то человек в вашем будущем, помимо этой женщины, какой-то человек еще в вашем будущем даст вам какие-то хорошие новости, какой-то вестник придет к вам с благой достаточно вестью, с тем, что все решилось в твою пользу, с тем, что, не знаю, может быть, у кого здесь есть какие-то истории, опять же, касающиеся непростых отношений с мужчиной или с мужчинами, не знаю, какой-то конфликт был, неважно, вы женщина или вы мужчина, если какой-то был у вас конфликт здесь вот с мужчиной, с каким-то человеком, который как-то, ну вот, резко, может быть, обошелся с вами не очень хорошо, этот человек будет перед вами извиняться, он будет говорить вам о том, что, прости, я вот был, дескать, неправ, ну, то есть я понимаю, что ты поступил совершенно правильно и должен был сделать как-то так. Какие-то здесь такие истории. Что вам еще нужно знать про вот всех этих персонажей, которые будут у вас тут появляться? У вас, видите, в жизни, в будущем будет очень много людей. Здесь у кого-то появятся новые друзья, новые люди, новые коллеги какие-то по работе, которые вот как-то вы сможете сойтись вместе, добиться общих каких-то целей. Здесь однозначно какая-то мягкость со стороны одного человека и какая-то властность, может быть, скорость, амбиции другого человека, они вот сойдутся воедино, и из этого получится какая-то очень хорошая коллаборация. Здесь, безусловно, встреча впереди, но я не знаю, встреча у вас или вы будете встречаться с этими людьми. Здесь какая-то пара, женщина и мужчина, опять же, да, люди, с которыми вы будете контактировать, с которыми вы будете вместе куда-то ехать или лететь. Может быть, вы познакомитесь с кем-то, будете сидеть рядом с кем-то в самолете, и из этого коннекта возникнут какие-то новые связи, потому что у нас здесь мир, это опять же история про расстояние, да, и Луна у нас тут тоже вышла, тема такая про расстояние, про протяженность, поэтому для вашего будущего однозначно будут важны очень поездки, может быть, много будет командировок, может быть, много будет каких-то поездок, каких-то дел, какого-то бизнеса, который трансграничный в разных странах, вот что-то здесь будет присутствовать такое. Какую роль еще эти люди вообще сыграют в вашей жизни? Что еще там будет важного для вас? Эти люди помогут вам в буквальном смысле, опять же, смотрите, преодолеть ваше собственное какое-то одиночество, решить какие-то важные для вас дела. Вот это люди, которые, может быть, ну как-то станут вашими друзьями близкими, станут, может быть, теми, кто будет приветствовать вас вот на каком-то месте новом, да, в новом бизнесе, в новой работе, в новой жизни вообще. Я не могу сказать, что вы будете находиться, что вы будете, вернее, испытывать какую-то потребность в людях, да, там в общении, в чем-то еще. Потому что все-таки отшельнику хорошо, когда он один. Он может, конечно, общаться, но он гораздо комфортнее себя чувствует, когда он один. И здесь история именно про то, что вы будете жить на своей волне, в каких-то своих там мыслях вариться, в какой-то ситуации, когда вы, может быть, не будете доподлинно понимать вообще, что происходит. В общем, эти люди станут вашим домом. Я не знаю, что это значит. Но на дне у меня опять, смотрите, как колесницы. То есть это тема каких-то поездок, каких-то перемен, связанных с целеустремленностью, упрямством и напором. То есть, возможно, может быть, вы будете находиться в условиях какого-то противостояния, может быть, реальных военных действий каких-то. Потому что и здесь у нас была королева мечей, там был король мечей, то есть какие-то вот сложности. Но тем не менее, здесь поездка, здесь все про поездку. Здесь поездка, здесь какое-то как вот убежище, нахождение в каком-то убежище, спасение какое-то, а потом получение каких-то вот результатов и начало новой жизни. Вот какая-то здесь такая история. Начинается у нас колода с пажа Пентаклей, поэтому, ребята, я считаю, что ваше будущее поистине для вас будет грандиозным. Вы узнаете очень много людей, и вы сами себе говорите о том, что не пренебрегая общением, да, ни с какими людьми, контактируй со всеми, с кем ты встречаешься, потому что от каждого из этих людей ты можешь получить для себя какую-то пользу. Вот. Обязательно посмотрите видео, которое будет
в описании. Это двухгодичное видео. Там тоже для вас будет много полезного и много, наверное, интересных вещей вы сможете там услышать. Вот. Так что берегите себя. Пока-пока. Все, кто выбрал третий вариант, всем привет. Давайте смотреть ваше послание себе от себя из будущего. И у нас 9 кубков. Ох, жизнь полная наслаждения и удовольствия. Вы говорите себе о том, что надо сейчас, наверное, закрыть глаза на минутку, расслабиться и представить, что в вашей жизни наконец-таки все мечты сбылись, и вы полны удовольствия и счастья. И все у вас хорошо, и деньги у вас есть, и какие-то сокровища здесь вы нашли неожиданные для себя. В общем, какие-то открытия, удовольствие и счастье. Вот что такое для вас. Впереди тебя ждут какие-то удивительные вещи. И ты получишь для себя даже то, о чем ты даже не мог мечтать. Вот что говорит 9 кубков. Итак, что вы должны знать о том, каким человеком вы станете в будущем? Так. Однозначно веселым, счастливым. Человеком, который получает удовольствие от общения с близкими вам людьми. Человеком, который получит для себя какое-то удивительное, наверное, новое предложение. Будет немножко страшно, не будет понятно, что делать дальше, но вы справитесь. То есть есть такая история про энтузиазм жизненный, про хорошее настроение, про удовольствие, про счастье, про вдохновение, про то, что наконец-таки перед вами какая-то развернется новая жизнь, возможности полностью реализовать себя и все свои какие-то внутренние задатки и таланты. Что вам необходимо делать сейчас, чтобы ваша мечта сбылась? Начать с чистого листа, буквально говорит Шут. Начать с чистого листа. Во-первых, соединиться с какими-то людьми, с которыми вы дружите, общаетесь, может быть, с которыми вы давно не виделись, подвести для себя какие-то итоги, попрощаться в том числе, может быть, с теми людьми, кто находится рядом с вами, сказать спасибо, поблагодарить за то, что у вас были, поблагодарить за какое-то прекрасное время, потому что впереди вас ждет однозначно какой-то финансовый успех. Значит, что нужно делать? Однозначно заняться вопросами семьи, да? Общение с друзьями, общение с близкими, насладиться сейчас, насладиться тем, что вы находитесь на пороге больших каких-то грандиозных перемен. Быть готовым отказаться в том числе и от какого-то нового места или от какой-то ситуации, которая дала вам возможность вот что-то в своей жизни сделать грандиозное. У меня складывается здесь ощущение, что для многих людей сейчас гиперважным моментом является возможность все-таки получить для себя, не знаю, решение своих каких-то вопросов, которые были связаны с какой-то поездкой. Вот как будто вы сейчас находитесь в каком-то новом для себя статусе или в новом для себя месте, и вы уже привыкли к этому месту, привыкли к этому статусу, вам там хорошо, комфортно, приятно. Но это не все. В вашей жизни это всего лишь этап. И следующий этап у вас будет более грандиозным, чем тот, который есть сейчас. Принимайте предложения о работе, принимайте предложения о сотрудничестве, контактируйте с людьми, ищите каких-то единомышленников. Вот какая-то здесь такая разворачивается история. Что же это значит? Давайте посмотрим немножко подробнее, что это значит. Это значит, что необходимо куда-то поехать, какая-то поездка, да? Необходимо, во-первых, поверить в то, что ваши желания действительно могут исполниться. Необходимо внимательно рассмотреть все, что вы хотите иметь для себя. Необходимо ждать. Не торопиться, ждать какой-то новости, ждать какого-то результата. Вот здесь сейчас совсем скоро вы получите какую-то очень положительную для себя новость. Нужно будет на какое-то время замереть, может быть, подготовить, показать кому-то что-то, потому что отшельник демонстрирует у нас фонарь. Может быть, кому-то надо будет показать какие-то бумаги, какие-то намерения, какие-то желания свои озвучить, да, что-то продемонстрировать, показать себя с разных хороших сторон. И в том числе однозначно верить в какие-то свои идеалистические, может быть, мечты. Какая-то здесь такая разворачивается история. Что у вас уже есть такого сейчас, о чем вы когда-то мечтали? У многих из вас уже есть любовь, о которой вы когда-то мечтали, причем такая любовь, которая внезапно совершенно на вас нагрянула. У многих из вас есть какое-то дело, о котором вы мечтали, да, какая-то большая мечта. Но мне здесь хочется сказать, смотрите,
Очевидно, что вы встретили своего человека. Если еще не встретили, то вот-вот встретите его, потому что здесь две очень важных карты, которые говорят, с одной стороны, про судьбу, с другой стороны, про Бога вообще. Нечто космическое такое, божественное. И у вас есть в вашей жизни, есть уже какая-то поддержка, какой-то человек, мужчина или женщина, на которого вы можете целиком и полностью полагаться, потому что этот человек заботится о вас. Однозначно вы находитесь в какой-то среде очень комфортной, в которой вы можете чувствовать себя хорошо, чувствовать себя как дома, чувствовать, что вы действительно в своей жизни чего-то добились, да, какое-то положение, у многих есть уже опыт профессиональный, какая-то репутация, авторитет, доверие. Вот эти все вещи говорят о том, что вообще в вашей жизни, в принципе, все хорошо. Вы человек, которого ведут свыше, вы тот человек, которому жизнь дает массу различных преимуществ и посылает вам исключительно только хороших людей, на которых вы действительно можете рассчитывать, людей, которые действительно готовы вам во многом помогать. Вот. Так, теперь давайте посмотрим, на какого человека следует обратить внимание, потому что он для вас важен в вашем будущем. Что это будет за человек? Что это будет за человек? И у нас сразу выскакивает король кубков на мужчину, который неожиданно появился в вашей жизни. Для женщины это будет муж, для мужчины это будет женщина, которую вы неожиданно заметили, и которая стала, видимо, или будет вашей избранницей. Простите. Так, а что же это значит? Что это за такое вот? Это какая-то, ну смотрите, тут все про любовь. Вот у нас пара вышла, король кубков, королева кубков, да, какая-то встреча неожиданная, материализация каких-то вот мыслей, желаний. Однозначно обратите внимание на своего партнера, говорят карты. Обратите внимание на человека, который замечает вас, который дает вам, говорит вам какие-то приятные слова, который окружает вас любовью, который окружает вас поддержкой, который признает вас, принимает вас целиком и полностью, который не пытается с вами сопротивляться, вернее, не пытается вам сопротивляться, спорить с вами, заставлять вас что-то делать. Здесь какая-то вот очень такая близкое общение, родство душ. Обратите внимание на человека, который является вам близким именно с точки зрения родства душ. Здесь какая-то вот стихийная возможность, да, после шторма раковину вынесла на берег, а оттуда вышла прекрасная дева-невеста с цветами. Вот, какая-то встреча. Почему этот человек является для вас вот гиперважным для вашего будущего? Потому что этот человек ассоциирован как раз-таки с вашей мечтой. С мечтой о семье, с мечтой о счастье. Это человек, который поможет вам вырваться из каких-то затруднительных жизненных условий, который поможет вам добиться чего-то в жизни. Человек, который сделает вас сильным, человек, который даст вам возможность познать какие-то вещи, которые вы раньше, может быть, не знали о себе или не знали о жизни. В том числе, так как у нас здесь звезда, и тут колесница, и там у нас вышла звезда и колесо фортуны. Это однозначно тема расстояния. Это человек, который поможет вам кардинально преобразовать свою жизнь во всех смыслах. Почему, что еще нужно знать, да, вот об этом человеке? Потому что этот человек действительно признает вас, действительно поможет вам что-то в своей жизни создать новое, интересное. Это человек, который станет вашим помощником или вашей помощницей, соратником, единомышленником, единомышленницей. Человек, который находится, отличается от всех других людей, вот так скажу. Человек, который отличается от всех других людей, всем мировоззрением. Это очень наблюдательный персонаж. Это человек, который всегда находится на дистанции от скопления людей. Человек, который не очень любит какие-то шумные, может быть, компании. Человек, который предпочитает жить вот в каком-то своем мире. И из этого мира смотреть на окружающую обстановку вот так немножечко издалека. С этим человеком, судя по всему, у вас сложатся не только хорошие отношения рабочие и любовные, но еще и сложится действительно какой-то большой такой вот проект, какая-то большая задача решится, которая в будущем откроет перед вами совершенно новые двери. Вы не будете жить такой жизнью, которой вы жили до этого, до встречи с этим человеком. У вас будет какая-то совершенно другая жизнь. Да? То есть если вот до встречи с этим человеком вы находились в ситуации полного бессилия, в ситуации, когда ничего не хочется делать, ты не видишь никаких перспектив вокруг, ты вообще себя похоронил в прямом и переносном смысле этого слова, то вот встреча этого человека, она как-то вас вдохновит. И видите, у меня опять на дне колоды брак. Буквально бракосочетание.
дом и коронация королевы своей избранницы. Поэтому тут однозначно очень хорошая семья. Чудесная. Так, дальше. Какие новые люди придут в вашу жизнь и сыграют в ней важную роль? Что это еще будут за люди? Давайте посмотрим, что еще это будут за люди. Так, это какие-то коллеги по работе, скорее всего. Это какие-то люди, с которыми вы будете заниматься некой совместной деятельностью. Вот, это кто-то, может быть, кто будет давать вам работу в том числе. Тот, на кого вы будете работать. Это люди, с которыми вы будете уже к тому моменту, когда они появятся в вашей жизни, они появятся не просто так, к этому моменту вы уже были с ними знакомы, у вас будет с ними какой-то опыт взаимодействия. И как будто ваша деятельность начнет совместно расширяться. То есть знакомство с этими людьми даст вам возможность расширить свою зону влияния, может быть, расширить свой бизнес, может быть, я не знаю, вырасти по карьерной лестнице, потому что здесь вас будут очень ценить, вам будут доверять вашему опыту, вашему профессионализму, вам будут давать возможность делать то, что вы хотите, будут открывать перед вами всякие разные двери и так далее. Вот. Значит, ситуация, касающаяся контакта с этими людьми, вот какая? Здесь какой-то опыт вашей совместной работы, как будто эти люди помогли вам в очень сложный жизненный период, да? Дали вам, оказали вам какое-то доверие, какую-то честь, взяли вас, не знаю, на работу, помогли вам чем-то. И вот когда вы, в свою очередь, приложили определенные усилия для решения вот совместных каких-то задач, ваше сотрудничество, ваше знакомство выйдет на совершенно другой уровень. То есть какой-то вот тема исцеления, да, реновации какой-то, может быть, вы, не знаю, там обновляли им что-то внутри компании, может быть, занимались какими-то вещами, где выявляли какие-то недоделки, что-то приводили вот в порядок, давали чему-то новую жизнь, вот так скажу. И эти кризисные моменты, вот ваша хорошая работа, качественная, да, любовь к своей работе прежде всего, окажет такое влияние на вас, что они вам скажут, давайте дальше будем продолжать работать. Что еще необходимо здесь знать об этих людях, что сотрудничество с этими людьми может быть для вас достаточно полезно, потому что вы сможете, с одной стороны, заработать такое количество денег, которое вам необходимо, с другой стороны, с помощью этих денег вы сможете разрешить свою жизненную ситуацию, как-то вот закончить историю, когда вы зависели, не знаю, от общественного мнения, от коллег, от клиентов, от каких-то других людей, от внешних условий. То есть как будто с помощью этих людей вы сможете пережить какой-то очень серьезный кризис. Кризис не столько ваш жизненный, сколько кризис, наверное, какой-то вот, может быть, экономический. Какая-то здесь такая история. Создать вот нечто очень приятное, какой-то построить компанию, дом, помещение какое-то, снять, что-то там сделать очень такое красивое, приятное, какие-то новые инновации, тут что-то новое для вас. В общем, обращайте внимание на людей, с которыми вы работаете. Вот в третьем варианте я скажу так, потому что именно с этими людьми у вас появится возможность действительно в свою жизнь как-то вот принести праздник, принести что-то очень хорошее, создать какое-то такое дело, в том числе дело, которое может стать семейным, да, то есть туда будут вовлечены какие-то люди, может быть, реально члены семьи, может быть, те люди, которых вы считаете членами своей семьи. Какое-то очень такое благополучие во всех смыслах. И опять у меня на дне колоды король мечей. Да что ж такое? В предыдущем варианте, по-моему, тоже был король мечей. Посмотрите еще и второй вариант. Типа, что ты ничего, вот какое-то время ничего не будет получаться. Все, что вы будете пытаться для себя получить, все, что вы будете делать, вы будете понимать, что это все бессмысленно, потому что это все не так, как вот вы хотели. Будет как-то по-другому. Здесь какая-то будет совершенно другая возможность в жизни, какая-то вот какой-то человек, который принесет вам новые какие-то перспективы в жизни. Какие-то, как неожиданное дело, может быть, вложение денег, которое даст вам возможность заработать. Вот. Но тема однозначно про работу, потому что король жезлов у нас здесь лежит тоже в самом начале. То есть тема про работу, про то, что вы хотели сначала, то, что для вас являлось
каким-то очень приятным, оно не сработало так, как вы планировали, так, как вы предполагали, а сработало как-то по-другому. В том числе, может быть, и в отношениях здесь какая-то такая болезненная тема, да, что вы встретились с женщиной или вы встретились с мужчиной, но что-то у этого мужчины не получилось, как-то не сложились, действия не принесли какого-то необходимого результата, пришлось как-то по-новому действовать, чего-то нового ждать до того момента, пока ситуация все-таки не двинулась в ту сторону, в которую было необходимо. Вот что здесь будет. Так что, ребята, здесь у нас тоже 9 кубков. Любые ваши сейчас действия, которые касаются вашего бизнеса, вашей работы, однозначно принесут вам результат. Но не только это. В третьем варианте у всех людей без исключения будет очень хорошие здесь счастливые отношения, и жизнь подарит массу неожиданных моментов, каких-то приятных очень минут, от которых вы будете получать удовольствие. Вот такая история. Обязательно посмотрите предыдущий расклад по ссылке в описании к видео. И возвращайтесь к нам снова. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.